Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой очень милый, нежный, красивейший джемперочек, очень простым узором, спицами, в таком нежном бирюзовом цвете. И, в общем-то, у меня, как всегда, в моем мастер-классе будет все для того, чтобы вы сели и спокойно связали этот джемпер. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. То есть и выбор пряжи, и спиц, и расчеты все детальные. И мы с вами свяжем образец, потренируемся, определим плотность. То есть все. Весь проект, так скажем, этого джемпера мы с вами в сегодняшнем мастер-классе будем делать. А сейчас я хотела бы предложить вам выбор пряжи. Для вязания джемпера я выбрала пряжу Alize Lana Gold Fine Classic. 49% шерсти, 51% акрила, турецкая пряжа, 522 цвет, 100 грамм, 390 метров. Мягкая, хорошая пряжа, не колется совсем. Хорошие скруточки, вязать одно удовольствие, не цепляется. Все, девочки, круто. Цвет очень приятный такой, знаете, нежный. Я бы сказала, бирюзовый, очень нежно-бирюзовый, да? Такой не голубой, не зелененький, не салатовый даже. Ну и вот так выглядит у нас раппорт узора. Здесь у меня, значит, ширина, в ширину один раппорт и в высоту у меня два раппорта связано. Вот такие елочки у нас будут чередоваться. Спицы я использовала 3,5. Ну что еще могу сказать? Очень вяжется просто, простой узор. И в то же время довольно выразительный, такой приятный, интересный узор. В полотне выглядит, видите, ровненько, практически идеально, да? Ну, все приятно, все хорошо, никаких нареканий не вижу. Ни по пряже, ни по узору. В общем-то, вязать одно удовольствие. Сейчас показываю вам схему, как всегда, выкройка и мои подробные объяснения, как вязать. Схема узора выглядит вот таким образом. Это расширенная, так скажем, схема. В центре у нас с вами красным введен раппорт узора. Вот. И, в общем-то, составляет он 32 петли в ширину. И сейчас я вам приближу. И 20 рядов в высоту. Так. Ну, в общем-то, вот я вам раппорт приблизила, девочки. Делайте скрин, кому нужно. Хотела бы я подчеркнуть такую особенность этого узора. На разные размеры, как видите, дизайнер очень подробно нам рассказывает, как расположить узоры. Да, видите, вот эти 9 петель справа, да, дают симметрию, 16 петель. Вот черточка стоит ограничительная. Это тоже симметрия для нашего ажурного узора. И вот эти 9 петель слева, крайние левые, тоже симметрия. Как расположить узоры на тот или иной размер, я сегодня подробнейшим образом буду рассказывать после того, как мы свяжем образец. Вот. Поэтому сейчас я на этом внимание заострять не буду, чтобы не тратить время. Что касается рукава, как вы видели, у рукавчика своя схема. Это то же самое, но берется просто одна как бы деталь. Да, 17 петель она занимает в ширину и 18 рядов в высоту. Рукав вяжется раппорт.
Вот так он выглядит. Так, тоже делайте скрин. По центру идет вот этот элемент, да, на 17 петельках. Из двух сторон идет лицевая гладь, как вы видели, да. Ну вот еще раз продемонстрирую вам. Вот видите, по центру идет один раппорт, вернее даже не раппорт, а 17 петель, как бы часть раппорта идет элемент один. И, в общем-то, смотрите, еще на чем хотел заострить внимание. Джемпер можно носить более свободный, можно вот так вот, прям как влитой сидит на девушке, такой вот вариант. Я выбрала выкройку. Вот так выглядит моя выкройка. Поставила здесь размеры. Я на 42-44 первый размер и 50-52 второй размер. Здесь у нас попетельно, очень шикарно умещаются все раппорты. Симметрично и идеально они у нас выкладываются. Вот. Но на промежуточный размер, например, на 46-48, да, там, или на 54 размер, да, я тоже в своем сегодняшнем мастер-классе буду подробно останавливаться и показывать, как расположить, как выйти из ситуации в этом случае, да, когда целое число раппортов не вписывается. Ничего там нет страшного, в принципе, все тоже возможно сделать, проявить смекалку. Так, родная выкройка вот такая была в журнале. Конечно, это все выглядит интересно. Я так понимаю, в круговую они предлагают вязать, поэтому этот вариант тоже, девочки, рассматривайте. Я свое описание, значит, делаю на том, что у меня будет спинка отдельно и перед, и будет шов. Вот. Но, в принципе, при моем расположении петель такой вариант тоже очень даже приемлем, да? Поэтому можно его тоже рассматривать. Хотите, тоже вяжите в круговую. И рукава здесь, видите, похоже на вяжутся в круговую. Перед со спинкой тоже в круговую. Вот. Ну, мне кажется, когда вяжешь спинку и перед отдельно, здесь как-то более... Мне так больше нравится на прямых спицах. Здесь все на ваше желание, да? И вот так выглядит мое описание. Как я уже сказала, на 4 размера. Пряжу мы с вами рассмотрели. Размер спиц, значит, 3,5. Круговые спицы тоже 3,5 для обвязки выреза горловины у нас идут. Далее, что еще? Общий расход пряжи 450-550 грамм в зависимости от размера. Плотность определяемая после того, как свяжем образец. Я подробно рассказываю, как ее расчет сделать этой плотности, что по вертикали, что по горизонтали. Рассказываю, зачем нам считать вертикальную плотность, кто еще не знает или никогда не вдумывался в это, обязательно посмотрите. Все вот эти попетельные расклада я также подробно черчу и рассказываю, почему именно такое количество петель набирается, да, почему именно столько петель у нас идет ажурным узором и как их расположить. В общем, все это детально я рассказываю в конце видео, когда мы свяжем образец. Обращайте на это внимание. Все это описание я выкладываю под видео, очень удобно для вашего, так сказать, пользования, да. Ну, по рукаву подробно рассказываю, как посчитать скос, да. Здесь тоже рассказываю, почему на плечи столько петель приходится, как рассчитать вырез горловины, тоже подробно рассказываю в своем мастер-классе. Все детально разбираем, да. Ну и после того, как вы все сошьете и обвяжете вырез горловины резиночкой 1 на 1, невысокую планочку, приблизительно 2,5 сантиметра. Все петельки закроете, и все. И, надеюсь, вас будет радовать это изделие еще долгое-долгое время. А сейчас давайте приступим с вами к вязанию образца. Для образца я набрала, значит, раппорт 32 петли.
плюс 1 петля для симметрии, вот эта изнаночная идет у нас, плюс 2 кромочные. Итого 35 петель. И вяжем первый ряд. Первая будет кромочная, вяжем изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. То есть я меняю первые, вторые петельки местами так, чтобы у меня первая оказалась за работой, вторая перед работой. Поменяли местами, вяжем 3 вместе лицевой. Дальше 2 лицевые, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я их также меняю местами. И вторая у меня вот так накидывается поверх первой, и я вяжу их 2 вместе лицевой. Накид, 2 лицевые, изнаночная. Дальше вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот эта галочка, поскольку перевода у меня нет, и я не знаю, где посмотреть это условное обозначение, я считаю, что ее надо вязать как в патентной резинке, вот сюда, вот так. Лицевую вытягиваем в предыдущую петлю предыдущего ряда и эту снимаем, да? И далее вяжем опять 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы связали с вами раппорт полный. И изнаночная у нас для симметрии вяжем. Кромочная тоже изнаночная. Все четные ряды, 2, 4, 6 и так далее, будут вязаться как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. Третий ряд вяжем. Первая изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Я уже показывала, да? Значит, первая у нас за работой, вторая поверх нее накидывается, да, перед работой, и вяжется 3 вместе лицевой, вот таким образом. Далее вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, изнаночная, накид, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Далее опять 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, изнаночная для симметрии и кромочная. Связали. Пятый ряд. Вяжем. Первая будет изнаночная, затем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, изнаночная, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. И снова 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая, кромочную вяжем изнаночную. Седьмой ряд вяжем
изнаночная. Далее у нас будут идти с вами 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем с вами лицевую в предыдущую петлю, вытягиваем и эту спускаем. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, снова 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, изнаночная, далее вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, снова 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, связали раппорт, изнаночная за раппортом, кромочная, изнаночная, связали. 9 ряд вяжем. Первая будет изнаночная, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, опять 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная для симметрии, кромочная тоже изнаночная. 11 ряд вяжем. Изнаночная, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. Теперь смотрите, вяжем сейчас лицевую в петлю предыдущего ряда, вытягиваем, эту спускаем. И снова 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Изнаночная. Затем 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые и изнаночная для симметрии. Тринадцатый ряд вяжем. Первая изнаночная, накид, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть 6 лицевых. Накид. Дальше вяжем изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Лицевая, накид,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые и изнаночная для симметрии. 15 ряд вяжем. Изнаночная, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая. Далее вяжем изнаночная, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые и кромочная. Так, затем изнаночная для симметрии, кромочная, изнаночная. 17 ряд. Изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 4 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, затем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевую вяжем, вытягиваем из лицевой, из петли предыдущего ряда, а эту сбрасываем. Далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Для симметрии изнаночная и кромочная, изнаночная. 19 ряд. Вяжем. Первая идет изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид и снова 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали раппорт, изнаночная для симметрии, кромочная, изнаночная. Вяжем 20 ряд, и на этом раппорт заканчивается, и повтор идет с первого ряда снова. Смотрите, я уже связала тоже 2 раппорта. Вот такой у нас получился узор. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку и измерить плотность образца. Делаем влажную тепловую обработку нашего образца горячим паром, обдаем. Он становится очень податливый у нас, наш красивый узор. Мы его будем тянуть в разные стороны, выпрямляя. Еще разочек. Края тоже сделаем.
Так, все. Пусть наш образец сейчас остынет, примет ту форму, которая будет ему присуща во время носки, да, скажем так. И все, и мы померяем плотность. Берем линеечку и прикладываем ее к нашему образцу. Будем мерить ширину. У меня 20 сантиметров получается. Здесь тоже 20. Мы набирали 35 петель. 35 поделить на 20, это будет 1,75. Давайте запишем, что в 1 сантиметре у нас умещается 1,75 петель. Так, далее вертикальную плотность сейчас померяем. Для этого будем мерить длину образца, поскольку край у нас неровный. Сделаем, значит, таким образом. Сейчас померяем 15,5 в самой узкой части, да. Здесь у нас будет 16,5. Ну, логично предположить, что 16 сантиметров возьму высоту, да. У меня 2 раппорта связано, и поэтому это будет 20 рядов. И сейчас мы с вами 40 рядов, раз 2 раппорта, поделим на 16 сантиметров. Получим плотность по вертикали, получилось в 1 сантиметре 2,5 рядов. Вот так. И сейчас с помощью выкройки мы сделаем с вами описание, составим для вязания. Я расскажу, как это сделать. Вот так выглядит выкройка, которой мы будем сегодня пользоваться в расчетах. Наша схема. И первое, что мы делаем, это по выкройке определяем, сколько петель мы будем набирать на тот или иной размер по спинке и переду, да? Итак, значит, у меня 4 будет размера использоваться. Ну, по сути 2. Значит, первый это 42-44 с шириной спинки 47 сантиметров. Второй 50-52 с шириной спинки 57 сантиметров. Все промежуточные размеры или побольше, которые вы хотите размер сделать. Я сейчас расскажу, как в этой ситуации. На примере показываю вот этих размеров. Итак, 47 сантиметров мы умножаем с вами на нашу горизонтальную плотность, которую мы с вами определяли, 1,75 петель. 47 умножаем на 1,75. Получаем 82 петли. Записываем. Второй размер я уже записала. Второй размер 57 сантиметров. Ширина спинки умножаем на 1,75. Получаем, девочки, 100 петель. Округляем в большую сторону. Так, 100 петель. Следующий этап. Мы должны с вами распределить красивый узор. Раппорт нашего узора составляет, помните, да, 32 петли в ширину. И мы с вами 82 петли поделим на 32 петли ширина раппорта. Получается целое число 2. То есть 2 раппорта у нас будет с вами умещаться в нашем наборном ряду. Это точно. Я всегда схематично рисую вот такую вот линию, да. Представьте, что это ваш наборный ряд, и на ней располагаю нужное количество раппортов. Вот я располагаю, значит. Располагаю 1 раппорт, 2 раппорта по 32 петли. В сумме это 64. Очень много еще нам не хватает. Смотрите. Значит, переверну вот так. На самом деле, я вам показывала схему. Она выглядит вот таким образом. Обширный вариант этой схемы. Да? Раппорт, конечно, вот он красный. Но смотрите, здесь несколько вариантов для симметрии, чтобы этот узор расположить. Очень удобно дизайнер проработал вот для нас удобный вариант расположения схем. Значит, как видите, если мы добавим слева 16 петель,
то у нас будет очень красивый симметричный вариант, согласитесь, да? Поэтому давайте по схеме добавляем 16 петель слева к нашим 64 к нашим двум раппортам слева. Я добавляю по схеме 16 петель. По схеме 16 петель. Тут вот даже есть черточка, видите, стоит. Вот она. Это черточка после изнаночной. Вот. Вот эти 16 петель мы добавили. И считаем. 64 плюс 16. 64 плюс 16 составляет 80 петель. Ну и, естественно, кромочные, да? 2 кромочные тоже учитываем. Вот таким образом мы распределили с вами наши 82 петли. Вот, девочки. Все симметрично и хорошо расположилось на 42-44 размер. Следующий вариант. Когда 100 петель. 100 петель делим также на 32. Получаем 3 целых раппорта. 3 целых раппорта. Так, и смотрим, как нам их расположить. 3 целых раппорта. Но здесь тоже за нас дизайнер все проработал. Смотрите, и справа, и слева он нам вот здесь добавил для симметрии 9 петель, а здесь он нам добавил целых 25 петель. 16 идет, и еще вот эти 9, да? И давайте, так же, как здесь нарисовано, мы сейчас с вами тоже в наборном ряду, вот здесь я нарисую. Итак, рисуем. Значит, будут у нас также с вами, как по схеме, 2 раппорта по 32 в центре, по 32 петли, да? Затем справа у нас, вы видели, 9 петель идут, да? Слева идут 16 петель и еще 9 петель. Вот. Как на узоре, как на нашей схемочке. Видите, 9 справа. А затем идут 2 раппорта. Здесь один на схеме, но вы их 2 раппорта подряд располагаете по 32 петли. Далее включаете 16 петель слева, как здесь на схеме, и 9 петель еще левее. И получаем, сколько это в сумме. Давайте посчитаем. Значит, 32 плюс 32 плюс 9 справа, плюс 16 слева и плюс 9 слева. Получаем 98 петель. Ну и, естественно, 2 кромочные. Это будет 100 петель, которые нам и нужно было. Вот такое классное расположение, четкое узоров. Получилось 100 петель. Так, теперь что касается промежуточных размеров, девочки. Промежуточный размер я в данном случае вижу, например, 48 размер. Да? Что нам делать в этом случае? Ну, предположим, что у нас не 57 и не 47, а что-то между ними. Да? Пусть у нас будет, например, 51 сантиметр на 48 размер. Что делать? Как расположить узоры в этом случае, когда четкое расположение раппортов не умещается? Ну, у меня какой выход я предлагаю? Давайте также с вами поступим. Если у нас, предположим, 48 размер, 51 сантиметр, ширина 51, умножим с вами на нашу плотность по горизонтали 1,75. Получим, девочки, 89 петель. Надо четное число, пусть это будет 90 петель. Так, 90 петель. Также надо с вами нарисовать вот такой наборный ряд, да? 90 петель. Я думаю, что костяк у нас будет состоять также из 82 петель. И недостающих 8 петель мы будем решать с помощью прибавки. Предположим, справа какого-то количества петель и слева. Ну, в нашем случае это будет 4 петли справа, 4 петли слева. Приплюсовывать мы будем с вами. А вот лицевые их сделать или изнаночные, по-моему, девочки, здесь явно напрашиваются лицевые, да? У нас же везде лицевая гладь.
Поэтому я думаю, что это можно решить с помощью лицевой глади. Да? 4 петли слева и 4 петли лицевых справа. И вот так решается этот вопрос. Да? То есть я вот здесь рисую. То же самое у нас будет с вами. 32 по центру. 32, 32. Здесь 16. Так. Далее идут 4 лицевые справа и 4 лицевые слева. И покромочный справа, покромочный слева. Вот таким образом у нас с вами получилось 90 петель для 48 размера. Аналогичным образом поступаете, девочки, с большим размером, больше 50. Ну, если у вас, допустим, 54, там 56, да, также вы берете мерку, которая вам нужна, то есть не 57, предположим, а 61, там 62, да, 62, предположим, умножаете на плотность 1,75 и получаете, вот вам надо 108 петель, да. Мы знаем, как распределить узоры для 100 петель, вот, да. И к ним, девочки, приплюсовываете также симметрично справа и слева по 4 лицевые петли. Таким образом решается вопрос с недостающими петельками, чтобы расширить ширину полотна. Да? Понятно. 4 справа, 4 слева. Вот вам, пожалуйста, 54-56 размер. Так, все. С этим мы разобрались. Теперь давайте с вами, значит, определимся, сколько петель нам на горловину, на плечо. Это тоже важные моменты. Давайте определяться. И получим следующие мы с вами числа. Нам надо вот на первый размер 9,5. Это половинчатый размер, то есть это 19 сантиметров умножить на нашу плотность 1,75. И получаем, что на вырез горловины маленького размера вот 33 петли. Но поскольку у нас с вами четное число, я сразу пишу, что здесь тоже должно быть четное число. Сразу увеличил на петлю, 34 петли у меня получилось. Для большого размера также 10,5. Это половинчатый размер, умножить на 2. Это будет 21 сантиметр. 21 умножить на 1,75. Это будет, девочки, 37 петель, но сразу пишу 38, побольше. Так, 38 петель. Теперь, что касается плеча. Ну, я здесь предлагаю вычитать, значит, горловину из нашего общего количества петель. 82 отнять, помните, да, 34 горловина, будет 48. И поделим на 2. 48 поделим на 2, это 24 петли на плечо маленького размера. И то же самое из 100 отнимаем с вами 38 петель горловины. Получаем 62 петли и делим на 2. У нас 2 плеча. Получается 31 петля на плечо приходится. На одно плечо. Так, распределили петли. Идем к рукавчику. У рукавчика, смотрите. Значит, здесь везде планочка. Вот я подрисовала 4 сантиметра, что на спинке, что у рукавчика планочка. Внизу начинается резиночкой 1 на 1, и затем идет узор. Поэтому, девочки, для планочки 1 на 1 мы будем с вами определять количество петель. Значит, у нас 13 внизу, то есть это 26 сантиметров умножить на плотность 1,75. Это будет, девочки, 46 петель, да? А затем в последнем изнаночном ряду прибавим одну петельку, чтобы получилось 47 петель. И распределяем узоры. Внизу у рукава у нас будет идти всего один. Вот смотрите, вот эта схемочка, она здесь вот у меня с 11 ряда, но я ее для рукава нарисую, да? То есть один раппорт, полураппорт, я бы так сказала, на 17 петельках идет, да? Вот эти 17 петелек мы по центру распределяем, а с двух сторон идет лицевая гладь, да? Поэтому смотрите, что получается. Почему 47 петелек идет в начале рукавчика? И вот так у нас располагается узор у рукава. Значит, по центру идет 17 петель узора по схеме, да?
и с двух сторон распределяется лицевая гладь. Из 47 отнять 17, 47 отнять 17, это будет 30 петель. То есть по 15 петель справа лицевых, по 15 петель слева. Но из них одна кромочная. Итого получается 14 лицевых справа, 14 лицевых слева. Вот так начинается узор у рукавчика нашего. А затем мы идем, делаем скос, да, расширяется у нас рукав идет. Как его сделать? Возвращаемся опять к выкройке. Смотрите, определяем самую широкую часть рукава. Я уже это сделала, значит, вот эти цифры умножила на плотность и на 2. Это половинчатый размер. У меня получилось 6, нечетное должно быть число, потому что внизу тоже нечетное, да? Поэтому у меня получилось 63 петли и 71 петля на большой размер. Далее я делала следующим образом. Из 63 петель вычитала 47 по низу, и у меня получалось число 16. И 16 я делила на 2, поскольку у нас 2 скоса, да, одновременно и равномерно у нас прибавки будут идти по скосу, по одной петле будет прибавляться. И нам надо с вами эти 8 петель скоса распределить на равные интервалы, чтобы через одинаковое количество рядов делать прибавки. Как это сделать? Смотрите, для этого нам понадобится вертикальная наша плотность, которую мы с вами вот тоже определяли. В 1 сантиметре 2,5 ряда. И мы что с вами делаем? Правильно, мы делаем с вами вот это число. Вот смотрите, 46,5, а мы отнимем 4 сантиметра планки, получится 42,5, да, сантиметра, 42,5 сантиметра умножить на плотность 2,5 по вертикали, это 106 рядов. У нас будет идти узор от планки. И на величину этих всех 106 рядов будут формироваться прибавки равномерно. Надо прибавить 8 петель. 106 я делю на 8. У меня получается в каждом 13 ряду нужно делать прибавки, девочки, справа и слева. Вот так. На второй размер аналогичным образом поступаем. Из 71, значит, самой широкой части рукава я отнимаю 47 по низу рукавчика. Получаем 24, делим на 2. Получается, надо всего прибавить справа и слева одновременно симметрично по 12 петель. И также распределить их через равное количество рядов. Для этого мы 106, то есть всего, да, высота, 106 делим рядов на 12 и получаем, девочки, вот такое число, не 8, не 9. Предлагаю сделать таким образом прибавки, чередовать то в каждом 8 ряду, а потом в каждом 9 ряду делать прибавки. И тогда, возможно, получится безболезненно выйти на 106 рядов и 71 петлю, да? То есть вот здесь нужно будет немножко полавировать, как бы так, проявить смекалку, потому что не получается четко, вот как здесь, например, в каждом 13. Так, с этим мы все разобрались, да? Дошли до 106 ряда, да, связали и закрыли все петельки. Все петельки должно быть в итоге 63 на маленький размер, 71 на большой. Так, с этим тоже понятно. Я остановить хочу свое внимание заострить свое внимание на вертикальной плотности, для чего мы ее применяем. Смотрите, после стирки изделие тянется, правильно, вытягивается. И чтобы исключить слишком сильное вытягивание, мы должны с вами не сантиметрами измерять высоту изделия, а рядами. Потому что, чтобы вот как раз вот этого неприятного момента не получить. То есть, когда у нас на выкройке написано вот 40,5 сантиметров, да, это общая высота идет от низа до плеча, но мы будем с вами рассматривать от планки высоту, потому что мы не мерили плотность резинки,
а мерили плотность узора ажурного. И он у нас получился в 1 сантиметре по вертикали 2,5 ряда. Поэтому вот я вычла уже с 40,5 до проймы, да, 4 сантиметра. У меня получается 36,5 сантиметра. То есть пройму мы будем формировать на высоте 91 ряд. Эту цифру я получила путем умножения высоты 36,5 сантиметров на плотность 2,5 по вертикали. Вот видите, 91 ряд у меня получился. И мы будем 91 ряд вязать, да, до проймы. Так, также необходимо учитывать при вырезе горловины. Вывязываем по переду вырез горловины на высоте. Вот если здесь от низа 52 сантиметра, отнимаем планку 4, это будет 48 сантиметров от планки до выреза горловины. И переводим опять эту цифру в ряды. 48 сантиметров умножаем на 2,5, получаем 120 рядов. На высоте 120 рядов формируем вырез горловины, девочки. Вот таким образом. И общая высота вашего изделия, мы сейчас тоже ее посчитаем. Именно по ажурному узору, не считая планки, да? Вот смотрите, для маленького размера 36,5 прибавим 18. 36,5 прибавим 18, это будет 54,5 узор у нас, и умножим на 2,5. Мы будем с вами от планки завершать вязание на высоте 136 рядов. Обратите на это внимание, да? Аналогично поступайте с другим размером. Также 36,5 прибавить 20 пройма, и получится у вас высота 56,5 узора, умножить на плотность 2,5, получим на высоте 141 ряд. Вы также будете для 50-52 размера закрывать плечи. Вот и все, что я хотела вам поведать. И надеюсь, все было доступно и понятно. Описание вот всего этого изложенного, может быть, с какими-то небольшими дополнениями или изменениями, будет выложено под видео. Там будет более детальный и правильный расчет. Мои хорошие, воспользуйтесь им. И все. Давайте будем вязать. До новых встреч. Удачи вам!